Даже по меркам военного времени нынешний поток новостей совершенно ошеломительный. Новости появляются отовсюду. Об экономических показателях, о заправках без топлива, о заявлениях Украины или ЕС относительно войны и Путина. Везде и все как-то уж очень быстро и очень плохо становится. Это отчетливое ощущение бардака и неуспеха, которое чувствуется, когда над Москвой поднимаются клубы дыма, когда по трассе возле МКАДа бегают какие-то люди с ПЗРК, и власть явно не справляется со своими задачами. Такое ощущение имеет вполне четкие политические последствия. Сегодня о них и поговорим. Прежде чем начнем, напомню про нашу инструкцию по обходу ограничений интернета, в которой еще есть рейтинг VPN-сервисов. В его топе, кстати, стабильно находится VPN Liberty, попробуйте, ссылка в описании. Еще у нас встречи зрителей моего канала проходят. В прошлый раз прошли в 59 городах по всему миру. Следующая в субботу, 27 июня, загляните у себя. Список в описании. А если вашего города там нет, станьте организатором, и будет тогда. Можно во всех странах, кроме России, Украины и Беларуси. Не самая приятная истина о человечестве заключается в том, что мы считаем успех главной добродетелью. Победителей не судят. Если кто-то преуспел, то как он этого добился, уже никого не волнует. Жизнеописания Стива Джобса, например, рассказывают о человеке, мягко говоря, сомнительных качеств, если не сказать грубее, о мудаке каких мало. Но он Стив Джобс, и все, что считалось бы гадким и омерзительным качеством обычного человека, включая привычку не смывать за собой в туалете, у Джобса очаровательные черты абсолютной гениальности. Если хозяин автомойки будет швыряться обувью в сотрудников, то просто станет героем всех черных списков работодателей. Но если также будет вести себя строитель стартапа на многие миллиарды, то это уже просто стиль руководства. Большинству вообще не так важно, в чем ты преуспел. Укради больше всех денег, убей больше всех людей, возглавь самую крутую банду, и о тебе напишут книги, снимут фильмы, поставят мюзиклы. Если ты обманул американскую банковскую систему на миллионы долларов, тебя сыграет Леонардо Ди Каприо. Но если ты старушку на несколько тысяч рублей нагрел, то будешь играть на треугольнике в тюремном ансамбле. Хороший пример – 50 оттенков серого. Роман этот выглядит так, как выглядит, потому что герой там – атлетичный молодой миллиардер. Замените его 40-летним безработным, живущим с родителями, и у вас уже не главный женский роман десятилетия, а фильм Балабанова. В успешном деле даже неудачи не имеют значения. Если в итоге все обернулось успехом, то все проблемы – это вехи на пути к нему. Какой же байопик про миллиардера без истории о том, как он почти оказался на улице? Какой фильм про войну или боевик без того, что немцы наших почти уже перебили? То же самое с войной реальной. Если ты победил или есть всеобщая уверенность в том, что ты точно победишь, то большинству уже не так важно, что это за война. Справедливая или несправедливая, агрессивная или оборонительная. Неважно, что ты получил на самом деле, в современной войне нельзя ничего получить. Но если ты победил, если заставил противника капитулировать на очевидно своих условиях, то на этом, в общем-то, вопросы к тебе заканчиваются. Вопросы, что делать с успехом и такой победой будут, но будут очень не сразу. Важно, что ты решил показать силу и показал. Нельзя сказать, что война Путина, если на нее посмотреть с этой точки зрения, пахла успешным мероприятием с самого начала. Вот уже с апреля, когда войска из-под Киева отвели, когда крейсер «Москва» ко дну пошел, а уж тем более с контрнаступления ВСУ осенью, с тех пор как-то все оно стало выглядеть не очень. Потом случился заход ВСУ в Курскую область в 24 году. И ответные действия, опять же, выглядели как-то неряшливо, неуспешно. Полгода потребовалось, чтобы выбить противника всего-то с 1000 квадратных километров. Амбиции взять Киев не слишком хорошо бились с явной неспособностью толком защитить себя. Единственным годом войны, когда она выглядела иначе, когда смотрелась заявкой на успех, был 25-й. Путина будто Бог поцеловал. Как-то все стало в елочку складываться. В Америке вступает в должность Дональд Трамп. Начинает ругаться со всеми союзниками разом. Отчитывает Зеленского в овальном кабинете. Блокирует выделение Украине военной помощи. Очень прозрачно дает понять, что в гробу видал все это НАТО. И если Путину страны Балтии надо, то пусть себе и заберет на здоровье. Но главную роль сыграл не агрессивный изоляционизм Трампа,
Не его весьма специфические взгляды на мир, но его абсолютная внушаемость. Его так влекла Нобелевская премия мира, что он готов был воспроизводить на весь мир любую херню, которую Дмитриев понавешал на уши Кушниру и Уиткофу. Какие-то совершенно невообразимые перспективы взаимной торговли, в разы превышающие российский ВВП. Строительство Трамп-Тауэра в Москве, тоннеля с Чукотки до Аляски, редкоземельные металлы, инвестиции в оккупированные территории Украины. Какая-то лютая совершенно ахинея, зенитом которой стали сливы о том, что спецпосланник Уиткоф напрямую инструктирует российскую сторону, как манипулировать американским президентом. А план Трампа по окончанию войны – это бумага, которую от и до написали в путинской администрации, сохранив артефакты перевода с русского на английский. Для американской стороны все эти переговоры – просто позорище. Для Путина – момент, когда он выглядел успешным. Все-таки никогда такого не было ни при царях, ни при генсеках, чтобы американский президент выглядел управляемым в руках российского начальства. Но кое-что изменилось. Продолжим после небольшой рекламы. Еще в конце 2024 года среди россиян был проведен опрос, есть ли у вас карта зарубежного банка. И каждый пятый ответил утвердительно. Спрос на такие карты все растет, ведь с ними и за границей спокойней, и сервисы можно оплатить, и перевести деньги родственнику в другой стране тоже можно. И понятно, что в отрасли, где спрос растет, цены растут тоже. Особенно на удаленное открытие карты. Поэтому, если вы планируете путешествие, то оформить карту лучше заранее. Например, через команду SkyZit. Они пока держат доступные цены, и карту иностранного банка могут оформить в срок от 1 дня по загранпаспорту любой страны или паспорту РФ. Специалисты SkyZit не просто предлагают вам открыть карту, а сперва разбираются, как вы ее собираетесь использовать, и подбирают варианты, подходящие под ваши задачи. Если карта нужна вам для поездок, аренды автомобиля или отелей, это один вариант. Для оплаты сервисов другой, подешевле. Для жизни за границей или регулярных переводов третий. Есть еще тариф семейный. Будет карта для вас и для родственника или друга, так тоже можно. Оформление происходит после аванса, остаток вы внесете после изготовления карты. Это занимает несколько дней. Пластиковую карту доставят в любую страну, а вы сразу сможете привязать ее к Apple Pay или Google Pay и пополнить с российского счета по выгодному курсу. Приложение банка при этом доступно на русском языке. SkyZit гарантирует, если карту не откроют, деньги вернут. У них более 20 тысяч клиентов, среди которых есть и члены нашей команды. Они протестировали карты за границей, и все работает. Еще напомню, переходите только по проверенным ссылкам, их я оставил в описании под роликом. По ним, кстати, еще активируется скидка от 5 до 15 тысяч рублей по промокоду CATS. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Финалом американских странностей и путинского триумфа стала встреча в Анкоридже. Развести американскую администрацию на то, чтобы принять Путина с фанфарами, ковровой дорожкой и пролетом истребителей, а взамен не дать вообще ничего, это было по-своему красиво. И даже на фронте в это время вроде как что-то даже зашевелилось. Какие-то наступления, какие-то захваты, какие-то новости, которые для провоенной аудитории могли выглядеть хорошими. Европа тем временем бегает с горящими волосами и не знает, что делать. Европейские правительства и раньше склонны были утонуть в процедурах и согласованиях. А в 25-м, когда из-за океана то прилетали безумные тарифы, то появлялись претензии на Гренландию, Европе вообще стало, мягко говоря, не до Путина и Украины. Выглядело так, будто Украину все бросили. Путин вертит и Штатами, и целым миром как хочет, и вот-вот не мытьем, так катанием своих целей достигнет. Ведь если его враги в очень плохой форме, так почему же и не достичь? Однако ж, дружба и любовь между Трампом и Путиным, пусть и не знают вроде как ни предела, ни конца, ни края, в чем-то реальном, кроме слов, не выражаются. Не случилось фронтового продвижения, не появилось ни малейших, даже номинальных шансов избавиться от санкций или даже хотя бы возобновить авиасообщение. Ничего, кроме разговоров двух стариков о внуках, в реальном мире не отличало 25-й год от 24-го или 23-го. Но людям без разницы на реальный мир. Люди ценят вайб. И вайб 25-го как раз был таким. Путин вышел из изоляции. С ним снова все разговаривают. У Украины беды по всем фронтам. Дефицит людей, коррупционные скандалы.
Плевать, что там на фронте. Путин выглядит победителем. Как мощно вайп этот бьет по мозгам, можно было оценить по рожденному тогда же явлению базовичков. База представлений о мире у них сложилась примерно такая. Если Путин войну и так выиграет, то каждый, кто этому препятствует, просто множит жертвы. Юлия Латынина сменила взгляды на прямо противоположные ровно на этой ауре успеха, которая окружала Путина весь 25-й год. Сейчас же мы видим, что фронт окончательно увяз, что Украина последовательно выбивает топливно-энергетический комплекс России, что государство дошло до финансовой ручки и не может это скрыть. Все эти новости, которые приходят каждый день, все нефтяные дожди и пустые заправки, это, конечно, важно само по себе. Каждая такая новость, в отличие от созвонов Путина с Трампом, будет иметь реальные последствия для людей. Но гораздо более значимо, что все эти новости объединяет отчетливый запах неуспеха. Даже провала. Причем провала явного во всем и везде. Тут не о чем сказать «зато», как в первые пару лет войны. Мол, да, на фронте, типа, мы преуспеваем сильно меньше, чем хотелось бы, а зато у нас с экономикой все отлично. Все плохо, и причем одновременно. Всем понятно, что государство с проблемами вообще не справляется. И ощущение это кажется одинаково для всех, и внутри, и снаружи. Украина весь прошлый год вела себя очень аккуратно, подыгрывая Трампу в его миротворческих усилиях. Теперь же вдруг принялась очень активно на Путина давить, угрожать и шантажировать. И не только Путина. Владимир Зеленский недвусмысленно грозит Лукашенко ударами по белорусской территории, уничтожением промышленных объектов, которые помогают России вести войну и обеспечивают ее топливом, или помогают наводить дроны и ракеты по Украине. Украина явно вновь ощутила ветер истории в свои паруса и очень сильно активизировалась. Не только в ударах, но и в заявлениях. Зеленский теперь ни о чем не просит, но давит и требует. Европейские партнеры Украины, кажется, очухались от контузии Трампом и, очевидно, тоже ощутив, что удача сменила сторону, стали совсем с иной скоростью снабжать союзника всем необходимым. От денег до оружия и его компонентов. Так проявляется обратная сторона зацикленности человечества на успехе. Когда успех от тебя отворачивается, каждая лыка ставят в строку. Все вдруг теряют интерес тебя уговаривать. Совсем наоборот, когда горят твои нефтезаводы, выстраивается очередь желающих помочь тому, кто по ним бьет, ведь сейчас он выглядит победителем. Внутри то же самое. Те самые базовички, чьи выкладки могли казаться горькой правдой год назад, теперь выглядят посмешищем. Но какая стратегическая победа Путина в сколь угодно отдаленной перспективе? Все выглядит совсем иначе. Все выглядит так, что в прошлом году Путин исчерпал последние остатки ресурсов выскочить из войны с наименьшими для себя потерями. А сейчас вокруг творится просто форменный бардак, которым уже никто не управляет, который никто не контролирует. И вообще, сейчас происходящим внутри России украинская страна управляет больше, чем российские власти. Ощущения такие имеют вполне осязаемое воплощение в реальном мире. Вера в Украину и неверие в способность Путина ее победить оборачивается вполне настоящими деньгами, настоящими поставками, настоящей помощью от тех, кто хочет быть на стороне победителя. В какой бы степени терпящая поражение страна не была права во всем, не была жертвой неправедной войны, инвестировать в поражение никто не хочет. А в победу еще как. Это ощущение, насколько мы понимаем из слов президента Макрона, сильно влияет на позицию Трампа. Броманс Путина с Трампом во многом опирался на то, что Трамп считал Путина непобедимой силой, жестким мужиком, способным контролировать ситуацию и достигать целей. Мы же помним эти инсайды, что Путин Трампу, дескать, обещал достичь границ Донецкой области к осени 25-го. Но что-то вот рукой подать уже до осени 26-го, а до границ Донецкой области, как до Китая пешком. В Москве вон МПЗ разлетается в щепки. Путин выглядит неудачником, а Трамп, из всего, что мы о нем знаем, на стороне неудачника не останется. Это влияет на поведение граждан. Если в воздухе витает отчетливый запах скорого мира на своих условиях, некоторые впечатлительные люди радостно бегут забирать свои последние 4 миллиона в жизни. Сейчас же становится ясно, что идет какая-то очень неуспешная и бесконечная мясорубка. На фронте начинается дефицит пополнений, а в тылу вот этот вот аттракцион беспредела, как в Пензе.
В любой войне все хотят быть теми, кто первым водрузит знамя над Рейхстагом. Ни в какой войне никто не хочет годами сидеть в яме и наступать на малую токмачку. Когда граждане в целом верят в способность государства преуспевать и справляться с кризисами, то и взрыв парочки НПЗ можно пережить. Когда же есть явные неудачи и очевидно, что государство запуталось в собственных ногах, а Путин спрятался под корягу, на заправках немедленно выстраиваются очереди, ведь понятно, что теперь никаких гарантий. Если люди понимают, что кризис на носу, то у могучего когда-то государства нет идей, как решать эту проблему, то они сокращают расходы, чем кризис еще приближают. В этом феномен общественного восприятия успеха. Если все понимают, что дела твои плохи, если ты выглядишь неудачником, то дела твои на самом деле станут плохи гораздо быстрее, чем могли бы. Что мы сейчас и наблюдаем. Путин выглядит лузером. А лузерам не доверяют. Им не прощают ошибок. От них стараются держаться подальше все. Внешние контрагенты, граждане, элиты. Никто не хочет с лузером делить его судьбу. До завтра.